Таинственные и загадочные места расположены везде. Найти их можно даже в Подмосковье. Уже не один год внимание туристов привлекают загадочные рукотворные объекты в виде шаров, расположенные под Наро-Фоминском. Размером с пятиэтажный дом, диаметром немногим менее 20 метров, внутри полые, сферы находятся вдали от жилых объектов. Как они туда попали? Каково их предназначение? Попробуем ответить на эти и другие вопросы. Версий о происхождении шаров немало. Одна из таких теорий гласит, что сферы были выстроены инопланетянами. Если бы наш репортаж выходил на одном очень известном отечественном телеканале, то далее могла бы последовать фраза, что опровержений этим предположениям нет до сих пор. Никто из проживающих рядом не может вспомнить, когда эти сферы появились тут. Одни говорят, что в 90-е годы прошлого столетия. Другие вспоминают, что они стоят тут еще с 80-х. Всего их в настоящее время насчитывается 6 штук. 2 больших и 4 поменьше. Наиболее внятное объяснение — это предметы военного назначения. На самом деле так оно и есть. Да, их установили зеленые человечки, служившие в рядах советской армии. Шары — объекты противоракетной обороны. Одна из позиций системы А-35 ПРО Москвы. Сферы прикрывали радиолокаторы, необходимые для наведения ракет на цели. Такой купол служил надежной защитой от погодных условий, а не от врагов, поскольку шары видны из космоса. Итак, нам предстоит проделать путь в 80 километров. По прибытию на объект мы планируем найти место для стоянки, где сможем разбить лагерь и попытаться заночевать в палатке, для того, чтобы иметь возможность запечатлеть наро-фоминские шары в темное время суток. А обычный Макмаффин? Ты что будешь есть? Да, как крутой окер так. А, ты слышал, с 1 февраля закон на мат? С 1 февраля нельзя матом ругаться, но сегодня же 2. Не, вообще просто нельзя нигде ругаться матом. Блин, а я в машине сколько раз ругнулся. Сумка здесь. National Geographic. Здесь, короче, он учебники географии носит с собой. Он знанием тяготеет человек. Нельзя не поощрять такое. 9:15. Наша команда находится на 42-м километре Калужского шоссе возле магазина «Лента». Мы сейчас закупимся покушать, я так понимаю. Вот это погода, видите? Вот это все, что нам придется сегодня дело иметь с этой стихией, с буйством стихии. Погрузив все в нашу бибику, мы... Вот, сейчас покажу, как она у нас заполнена. А получилось, что забита она у нас практически доверху. Александр, да, ты проверил наличие двигателя в машине? Так, двигатель есть. Километров до места. Пока ничего нового. Все 4 колеса на месте. Весь состав в сборе. Навигатор показывает, что мы будем ехать еще 1 час 11 минут И 7 дней. и 7 дней по заснеженной трассе Е13. Боевой запуск дрона от Шурена. Шурен настраивает коптер. Алексей настраивает Шурена. Шурен — повелитель черных козлов вообще. Вот он наш Ragnar One. Him name Ragnar One. Отца и матери у него не было, но имя у него есть. Да, мы хотим поднять сейчас вообще. Мы не совсем понимаем, где мы находимся. Вот мы все понимаем, на самом деле, мы умные.
Ах, хорошо бы навести справочки и уточнить этот момент. Саня, А с GPS Шурен, крутится? подтверди наличие сигнала GPS. Подтверждаю. Большой палец вверх. Большой палец. О, красавчик. Полетел. Ерись! Ерила! Ерись! Так, и вот тут мы видим отображение наш Fly or Die. Нет, не Fly or Die, а Fly Move. Итак, наша команда выехала к месту нарафаминской стоянки шаров зимой. Все замерзло, поэтому добраться к сферам можно быстрее и проще. Не придется прорываться через заслоны из традиционной российской грязи. Заодно решили протестировать квадрокоптер. Картина с высоты птичьего полета открывалась невероятно красивая. Бескрайние полотна темно-голубого покрывала зимнего леса. Его пополам разрезает достаточно оживленное Киевское шоссе. Множество машин едет туда и обратно, в каждой из них люди со своими желаниями, целями, стремлениями. Протестировав и откалибровав коптер, мы продолжили свой путь. Из салона автомобиля открывались привычные виды российской глубинки. Было видно, что страна живет, что-то строит, ремонтирует. Развитие продолжается, на месте не стоим. И только наша цель уже несколько десятков лет устойчиво продолжает привлекать внимание любителей тайн. А мы едем туда с целью отбросить покров таинственности, раскрыть секреты этой необычной головоломки. Ох, железная дорога! Вот этой железной дороге, по ней ездит поезд с железными колесами. Железом запахло. Же чую, да. А вот перед нами ездит грузовик, полный биткоинов. И мы видели, с него сыпались биткоины, Саш. Да. Мы приехали в Настаськино. Вот оно. Алексей! Лех! Я здесь. Не напоминает ли тебе это место, как некая, вот, знаешь, дорога в Простоквашино? Простоквашино. Ой, давай посмотрим, что у нас тут, смотри. Бытовка, знак какой-то, дорога сельская. Машины проезжающие, ну раз в час, наверное, не меньше. Поэтому тут светофор не работает. Да, светофор вечно не туда сигналит, не тем цветом. Машин нет, трасса, ну просто неоживленнейшая вообще, ну никаким местом, сами видите, глушь, вон какие-то здания, вон там на фоне виднеются разрушенные. Сейчас мы эту красоту и вот что вот у нас на горизонте попробуем заснять нашим промокоптером. Промокоптер доставай! Смотри, Редькино. Сними это расписание редькиновских автобусов. Да, вот. Кстати, И кто из обратите Редькина? внимание, что даже тут на остановке стоит мусорка. В такой вот как бы вроде глуши есть нотка цивилизации, которой нет во многих московских городах типа Москвы. Вот идешь ты мимо остановки, а там ни пепельницы, ни мусорницы. Вот, с кого брать-то пример надо. С Редькина. Володька, с Редькина страну поднимать надо. А реально, смотри, никого нет. Светофор такой. И тишина. Это мы еще не доехали до туда, куда собирались ехать. Мы проехали еще пару десятков километров в надежде поднять коптер снова и разглядеть где-то вдалеке шары Нарафаминска, чтобы снять их со стороны. Удалось увидеть только запущенные места, развалины каких-то строений. И только дорожные знаки выделялись своей яркой расцветкой на фоне черно-белой природы и действительности. Все это можно увидеть недалеко от центра Московской области. Короче, у нас осталось 9 километров до точки входа. Я не знаю, как правильно называть это чудо инженерии, инженерной мысли. Но я думаю, сейчас на место приедем и воочию все увидим и сами обозначим, как это можно назвать. Вот она, Русь-пать. Ой, мать. Русь-пати. Русь-пати. It's a Ruсь-пати. Так, ну мы куда тут приехали, показывает 1 километр до точки, тут уже глухая степь практически-то, заброшки, вот дорога вот такая исключительно, через лес. О, костер горит. Где? Вон. О, да. А вон спереди еще пачка машин каких-то. Что-то тут жгут, отжигают парни.
по-моему, какая-то свалка, что ли, или что? Какой-то шкаф горит. Жарко. Какой-то шкаф горит. Трешовщина Нарфаминского леса начинается. Так, вот и шары наши. Мы приехали в глушь, где, ну, нет больше вообще никаких человеческих следов, кроме вот этой газели, той Нивы и еще кучи людей. Ну, да, тут все рядом находится. То есть пошариться можно, и рядом там же якорь бросить. И таскать вещи далеко не придется. Но вот хорошо бы как-то... Сань, есть фарик вообще налево проехать? Вот, проходная. Слышь, сходи, Сереж, сходи на проходную, узнай. Сейчас мы проверим, что знает проходной. То есть что, мы тут проедем или нет? Нет, тут, конечно, нет. А как, говоришь, лево проехать? Смотри, тут что-то проезжало. Вон они, шары. Будка Спартак. Вон, туда мы отправимся. Вон, костер горит. Ну мы сейчас что, что мы сейчас делаем? Думаю, что нам делать, можно ли дальше проехать. Вот, собственно, сюда мы и ехали. Раз, два, три, 4 шара. Так футуристично достаточно смотрится. Внутри каждого шара уникальная акустическая среда. Любые шумы многократно усиливаются и как бы гоняются за человеком. Отражаются от стен, концентрируются в центре. Некоторые этого не выдерживают, после чего и появляются сообщения о проходах в иные миры. Люди с более крепкой нервной системой видят в этом очередное развлечение и стремятся посетить это место. В 2012 году в одной из сфер был организован акустический концерт. На него приехало сотни слушателей и зрителей со всей страны. Также говорят, что там планировали организовать зону отдыха, но что-то не получилось. Короче, дальше тут прохода нет, но тут все равно какие-то стоят машины. Видимо, какие-то там вот дальше корпуса, дорога все-таки ведет дальше, видно там и... Хотя не видно, что не прокатана канва особо. Ну, в общем, здесь какое-то предприятие, что ли. Вот такая вот степь, да травы кругом. И, наверное, это будет наша уже близкая к финалу точка покажи. Маршрута. Но ручкой мне хорошо показывать. Ну-ка покажи ручкой. Вот так вот покажи, ручкой. Вот. Парковки машин. Парковка у нас здесь происходит. И уже, наверное, на машине дальше мы не поедем. Будем искать. Да, будем осматривать эти окрестности, наши владения с помощью нашего коптера, который мы уже назвали. Ваня. Иван-1. Иван. National Geographic. Смотри, это он сейчас такой веселый. Шутит что-то тут. Ты сам какой будешь через парк? А я и не веселюсь, я знаю заранее, что скоро впереди, Сергей. Я, по крайней мере, как бы лучше уж побуду веселым чуть-чуть. А потом будет вот эти схлипывания, поскуливания. Вот эти вот. Удачи! Давай. Шурен, он улетел! В боковой части одной из сфер есть огромная замочная скважина. Имеется информация, что один из 6 шаров не так давно был выкуплен частным лицом, пожелавшим остаться неизвестным. И сегодня входы в него заварены, а лестницы убраны. Сань, Шурик, Сашечка, кроме своей рожи, сделай так, чтобы я увидел отражение твоего дисплея. Нет, ты как-нибудь мне вот это... Я не вижу, где я теперь. Да. Больше агрессии. Сегодня внутри шаров не осталось ничего, все вывезли военные. Однако тропа сюда не зарастает. Объекты остаются под пристальным вниманием любителей загадок, заброшенных мест и всего неизвестного. До 2021 года сферы не охранялись. Сделаны они из стеклопластика, поэтому еще долго прослужат привлекательной целью для туристов, которые появляются тут с завидной регулярностью. Для кого-то это место силы, для других — площадка для очищения души. Вон там Алексей ходит, снимает что-то, Алешковское.
Он идет ко мне с коптером. Алексей, больше уверенности в движении. Куда ж уверенней. И снежок, и снежок. Мы приближаемся. Ух. О, неплохо. Алексей, как вам кажется, для чего использовалась данная стоянка? Мне кажется, тут раньше вещевой рынок мог быть. При работе на высоте соблюдай правила техники безопасности. Здесь очень опасно. О, снежочек пошел. Да, что-то снежочек пошел. Это благостная весть. Благостная весть. Смотри, О, смотри какие. это чьи? Жульки. Надо палку сломать. Вот он наш шарик. Шаруля. 22 января тут кто-то был. Никита. Никита Соси. Никита Соси. Вот, боюсь представить, что Никита здесь сделал 22 января. Ну вот его следы. Феноменально, Никита, если ты сейчас смотришь это, напиши в комментариях, пожалуйста, что ты тут... А, нет, Никита сосать должен. Тут Никита вынуждает к этому грязному делу. Скажи нам, что ты тут забыл 2 января 2021 года? Тебе что, дома не сиделось? Вот он, смотри. Большой рот с глазами. Как прям снегом-то, слушай, покрывает стало активно. Ну что, мамкины блогеры. Ночью, прикинь, как тут ночью будет стрёмно, потому что освещение, это, скорее всего, тут не Марик. Саш, там вон какие-то растяжки какие-то. Ой, это же этот, Ганнибал. Попкинс. Энтони Хопкинс. Сейчас продемонстрирую поближе местное художество. Так, не настебнуться бы здесь нигде. Вот. Вот это здание. И к нему ведет вот прям свежий след, который сейчас свеженьким снежком припорошит. Посмотрите, шапка снега как нападала на этот шарообразный купол. И при такой облачности он как будто крыша купола перетекает градиентом в цвет неба. Чарли Чаплин. Чарли, что с твоими глазами? О, тут явно кто-то пытался Бэтмена нарисовать. По-моему, так. Впоследствии лицо его удалили. И как по закону всех нормальных фильмов ужасов, связь тут не ловит. По крайней мере, на дороге там не ловила, а здесь еще глубже мы находимся. О! Каратель и... Как его? Да, узнаете, да? Узнаете. Криминальное чтиво его. Какой у нас красивый снегопад. И так вот вся страна у нас, друзья. Вся страна, вот куда ни приедь, я не говорю, что там что-то живется нам плохо в 2021, но вот таких недостроек их, амбициозных, их на каждом углу хватает. Конечно, что-то, скорее всего, взамен построили вот этим всем планом. Какие-то альтернативы появились, технологии меняются, но просто оцените размах, это только маленький участок, это один шар из 6 где-то, да, этот? 8. Что-то под ногами хрустит, надеюсь, это не останки эльфийских захоронений. Так, пойду ребятишек догонять. Ну что, товарищ мамкин блогер GoPro 8? Какие у тебя мысли? Ой, там столько граффити разных, я заснял, покажу тебе. Правильно. Очень классные граффити. Молодцы, прям ребятишки, художники. Прям пропадают таланты, да? Алексей, нет желания домик изучить? Какой? Да вот, прямо. Объективчик. Ты, по-моему, вот этот домик ближе. Слушай, я сейчас попробую
смотри, чтобы я не ушел под лед. Или что это? Какая-то пентаграмма на стене нам. Алексей! Я приближаюсь, Алексей. Чертов. Сергей, я верю тебе. Блин, Я верю. Снег. Мне очень хочется тебе верить. снег под колено. Вот это Ну что еще, естественно, могли тут нарисовать? дьявольня какая-то. Дьявольно. Сейчас Саша Алексей. вернется, а нас нет. На наших глазах мы видим... Фу ты. На наших глазах... Ищи шприцы. Что хотел сказать, неважно. О, смотри. Руны. Вот и такие вот мы можем находить символы на объектах пост-эпохи, на старых разрушенностях. Смотри, новая дежурная. А боевое дежурство на отлично. Боевое дежурство на The Best. Да, врут, но я вижу тут только четверки. Так, что дальше у нас? О, Лех, тут это окно выбито. Ну, что так это? Холодно. Холдер. Я думаю, что так сквозит, а тут окно выбито, Я да? не знаю, что здесь сделали сектанты местные. Алексей, давайте дальше Сашу отправимся искать, Александра. Да, А то, я так понимаю, Шурен нашу у нас группу- ретивый. Группа отбилась от нашего оператора. И вообще, почему наш оператор отбился от группы? А он, наверное, верачивается, нас нет. Он такой, ну все, началось. А мы в домик зашли. Ох, Алексей. Ох, красотень-то какое. Слушай, а нам нельзя от Шурена отбиваться. У него ключи от машины и все вещи. Идем. Ух, красотенье. Снега-то сколько красивого, пушистого, воздушного. А где Шурен-то в натуре? Вынуждает меня ругаться. Саш! Главное, телефон с собой. Яндекс таксисту скажешь, 10 тысяч заплачу. Он приедет. Ну, надо прямо пошел? Да, идем. Саш! Слушай, ну реально, походу, обход какой-то делают. Как еще вот это объяснить? Куда нас занесло, Сергей? О, смотри, вход вот этот вот с улыбающимся человечком. Вот уровень снега уже каждую секунду наваливает на нас. Следы, смотри. А, ну вот, по-моему, свеженький. Смотри, вот тут он пошел, наверное, нет? Ух ты, Лех, пойдем. Мне кажется, нам надо разделиться. Разделиться? А как мы потом найдем друг друга? Черт. Да? А это кто был? Иди сюда. Там, где у Марии, что-то было. Надеюсь, это просто не собаки. Саш! Блин! Уродец! С первого раза ты меня напугал. О, смотри. Вот оно. Не, ну классно нарисовано. Это типа вход. Фонарь нужен, конечно. Фонари возьмем налобник. Вернемся с фонарями сюда. Ищем место, где палатку, где якорь кинуть. И решили подняться на такой холмик. По проторенным уже следам. Хотим увидеть, что же тут. Кого-то манило. Какие предложения? Пойдем мы это за палаткой. Просто начнем все таскивать и по пути место найдем. По-любому тут вниз. Ну по-любому тут где пойдем Можно нести. прямо вот на этом пятачке вниз встать. На каком? Ну вот, тут машина крутилась, уезжала. А, чтобы нам она тоже покрутилась на утро. Короче, собрание партии не решило пока еще, где мы будем якорь кидать. И предложения различных степеней фантастичности поступают. Вплоть до того, что в этом корпусе бахнуться на якорь, но... Кто-то тут на шашлыки, да, ездит. Такой мангальчик, причем это новенький относительно. Где? Блин, вот что гонит? А. Ну ладно, она выветрилась. Пойдем. Так. Свет где включается тут? Сидорович. Что там? Ну что там? Ну иди смотри, что там. Включай свет, мы так дальше съемок не продвинемся. Блять. Дай мне свет хотя бы, я сам пойду. Ну что ты за ну тебе джазу дать? Ну иди, в смысле, стали сзади за спиной. Иди. Дай свет. Свет!
Все, светим. Телефоном пьем. Нет. Сейчас фонарик был. Фонарик у всех был. Смотри, что дверь не закрыли. Шурен, давай. Короче, мы находимся в бункере X16. Да, где Леша обоссался свети первый. Чтоб пиздить хотелось. Ну, смотри, вот у нас. Давай уйдем. Там Говно воняет. по-моему не названо, просто можем возьмем нормальные фонарики, с нормальными фонариками. Хотя тут смотри, Лёх, иди сюда, слышь, смотри, как выглядит. Я в съемочный выпуск бахну. Говно воняет. Да не воняет, блядь. Ну что вы тут стоите? Вы Да будете- говно воняет. Идите нахер, раз своим говном. В этот самый момент, когда интрига начала накаляться, появился человек в военной форме и попросил нас свернуть свою блогерскую деятельность. Оказывается, с недавних пор объект перешел в статус охраняемого. А наше пребывание на территории крайне нежелательно, ибо, цитируем, «Вот вы здесь толпами ходите, а нам потом по шапке прилетает за то, что цвет мед тоннами воруют». Принимая во внимание вежливый тон охранника, мы решаем, что не стоит испытывать судьбу на прочность и лучше проследовать к машине. Ну что сказать, Короче, прогнали нас. суть до дела. Не, дело не в том, что прогнали. Мы хотели снять вам этот секретный объект, ночевку в нем, но мы приезжали мимо СНТ «Радуга», и мы решили, что вам в разы будет интереснее увидеть жизнь этого поселка частного. Посмотрите, как интересно. Подошел к нам солдатик, когда мы вылазили из бункера, где хотели снять материал. Взял нас за ручку и вежливо сказал: уходите. Да, вежливо, я подчеркиваю. Да. Но мы, наверное, сейчас поедем в другое место. Да, глянем. отправляемся Потому в что- следующий бункер. Посмотрим, как нас выгонят оттуда. Что? Ну, отправляемся дальше в путешествие, пока светодень еще не закончился. Что-нибудь Да? поищем, подснимем, конечно. Надо якорь где-то бросать, я говорю. И... Ладошкой так в камеру и потом... Выбитые из колеи, но не сломленные духом, мы продолжаем свое путешествие. Все самое интересное ждало нас впереди, но об этом вы узнаете в следующем выпуске. Затерянный город. Ну вот и совсем стемнело. Много ли вы видели записей ночных этого бункера? Вот одна из них, кстати. Постоянно что-то тут где-то вдалеке что-то взрывается, непонятно. Не, если пойдешь со мной с камерой, можем пролезть туда, на второй уровень. Ты шо? Самки недовольны, мужик, иди огонь добывай, как мы жить будем? Все, и не трогай его вообще. Пойдем. Какой индастриал там снимали, там даже привидение было. Скажи, после чая реально лучше, да? Ну как сказать, это все иллюзия. Слышал? Ой, да. Ой, блин, вот этого я и боялся.